Играю с машинками, свапаю пикап и выкрашиваю молдинги. Всем привет! Успех прошлого видео с странствующим пазике по горной дороге вдохновил меня на сборку этого автобуса в 43-м масштабе. Выбор пал на редкий ПАЗ-672 в кузове пикап, а для его сборки потребовалось привлечь донора из журнальной коллекции автобусов. Что из этого получилось, подробно в этом видео. В конце я поделюсь дебютным мнением о данном масштабе и сделаю анонс на следующую модель. Приятного просмотра! Информации в сети на эту модификацию пазика крайне мало. Мне удалось отыскать лишь пару снимков, да и те без описания. Кузов модели отлит цельной деталью из смолы с невероятно толстыми стенками. Комплект набора включает всего две отливки с решетками на моторный отсек. Производителям этого кита подразумевается, что всю остальную деталировку необходимо брать из журнальной версии автобуса. Сравнивая кузов, я отметил, что мастер-модель пикапа создавалась на основе данной металлической модели. Внешние габариты, замыленность и расположение всех деталей идентично. В остальном, качество литья на удовлетворительном уровне, без видимого наличия пузырей воздуха, явных артефактов литья и деформации кузова. Дополнительно была приобретена плата фототравления и самодельные декали с техническими обозначениями. Начало работы с моделью отлитой из смолы всегда начинается с зачистки облоя и питателей. В процессе образуется большое количество токсичной пыли, поэтому я работаю в полнолицевом респираторе. Благодарю моих патронов, ваш вклад в развитие канала неоценим. Там я публикую закулисье, собственные 3D-модели и многое другое. Присоединяйся, ссылка будет закреплена в комментарии. Чтобы повысить привлекательность модели, я решил изготовить мелкую деталировку самостоятельно. Удаляю повторители поворотников и габариты. Их буду печатать из прозрачной смолы и окрашивать лаком в соответствующие прототипу цвета. Для точного позиционирования и надежного крепления рассверливаю посадочные места. Скрайбером восстанавливаю замыленные участки расшивки. Прежде чем начинать окраску, необходимо разобрать донора и подогнать всю деталировку под кузов пикапа. Деталь шасси потребовалось значительно стачивать, чтобы арки кузова совпали с осью колес. За счет того, что внутреннее пространство модели не соответствует журнальной версии, целиком эта деталь не становится. Пришлось значительно стачивать стенки модели и разрезать остекление на отдельные элементы.
Отрываю оставшиеся навесные детали и фары. Салон пришлось значительно видоизменять, согласно схеме расположения сидений, как в прототипе. После подгонки всей деталировки начинаю окрашивать модель. Первым слоем задуваю тысячный грунт от Mr. Hobby. Разбавляю его с растворителем в пропорции примерно 1 к 1. Модель задуваю равномерно в несколько подходов. После высыхания грунт проявил все изъяны модели. Чтобы их скрыть, шлифую модель мелкозернистой наждачной бумагой с добавлением воды. Видно, что после шлифовки поверхность модели покрылась слоем пыли. Удаляю ее щеткой с мыльным раствором. Повторно грунтую модель и шлифую до тех пор, пока не исчезнут все дефекты. Следующим слоем задуваю белую тысячную базу. Эта жидкость почти не отличается от грунта, имеет тот же крупный пигмент. Единственное, чтобы повысить текучесть, разбавляю ее замедляющим растворителем. Это подготавливающая основа перед нанесением белой базовой краски. Светлые оттенки краски серии Mr. Color имеют хорошую укрывистость. Чтобы скрыть цвет окрашиваемой поверхности, достаточно нанести один слой краски. После просушки модели буду выкрашивать линии вдоль кузова. Для маскировки их контура использую малярную ленту для деликатных работ фирмы Tessa. Эта лента имеет слабый клеевой слой, что исключает отслаивание краски от модели. Для подбора необходимой краски пришлось смешать 5 разных оттенков, в том числе и зеленого. После этого я еще несколько раз буду маскировать модель по кругу для окраски молдингов и резиновых уплотнителей на остеклении. Резиновые уплотнители выкрашиваю не черной краской, а специальной, в цвет матовой резины. Финальным слоем наношу глянцевый лак, который закрепит и выровняет переходы всех слоев краски. Эти декали были изготовлены на заказ путем однослойного нанесения краски на специальную бумагу. Из-за отсутствия защитного слоя поверхность декали имеет ярко выраженные артефакты вокруг текста. Это не критично. Все это с легкостью скрывается слоем глянцевого лака. Для следующих слоев я использую специальный лак, препятствующий пожелтению покрытия под воздействием ультрафиолетовых лучей. Как видно, все артефакты скрылись, и декаль стала однородной. Однако по периметру осталась видимая ступенька. Чтобы ее убрать, шлифую поверхность абразивной губкой до тех пор, пока она не станет равномерно матовой. Более подробно об этой технике я уже несколько раз рассказывал в сюжетах с гражданскими самолетами. Ссылки на них будут в описании под видео. Глянцевым лаком возвращаю модели кристальный блеск.
Задние фонари, поворотники и габариты печатаю из прозрачной смолы на фотополимерном принтере. Для краски отдельных секций фонарей использую лак красного и оранжевого цвета. Всю мелкую деталировку приклеиваю на густой суперклей. Он сохнет относительно долго, что позволяет не спеша выставить деталь на соответствующее место. Размеры модели 43-го масштаба в автомоделизме я бы сравнил с 35-м в бронетехнике. Модель получается достаточно крупной, что позволяет изготовить ее близко к прототипу без упрощений. А если добавить еще и 3D-печать, можно вывести модель на совершенный уровень. Что касается конкретно этой модели, впечатления двоякие. Внешне она получилась яркой и красивой. Вид имеет хорошо. Но изначальное качество отливки кузова и комплектность набора вызывают вопросы. Как по мне, лучше отдавать предпочтение качественным, полностью комплектным китам, чтобы не приходилось лепить из чего попало. Этот масштаб мне определенно понравился, буду в дальнейшем оттачивать свои навыки в данной тематике моделизма. И делать все-таки не чистенькие модели на полку, а побитые жизнью транспортные средства и, само собой, с диорамой. В следующий раз я буду делать телевизионную аппаратную PAS-3916, кузов которой отлит в гальванической ванне. Пишите в комментариях, на какие модели и фирмы 43-го масштаба стоит обратить внимание. А сегодня на этом все. Благодарю всех за внимание. До скорых встреч!